Хей-хей-хей. Ну что, пришла моя клавиатура. Так, опа. Опа. Все одной рукой. Название клавиатуры, блин, я уже не помню. Но сейчас мы прочитаем на коробочке. Это механическая клавиатура. Вот K1. Полное название Keychron получается, что ли? Keychron K1. Так. Клавиатуру я в итоге заказал в Китае. Как же тут все криво. Так. Упаковали, конечно, знатно. Клавиатура, в общем. В чем я прикол, в чем она мне нравится. Во-первых, это механика, но механика тихая. Механика с тихими кнопками якобы. Конечно, это как-то звучит странно, но так оно якобы должно быть. Так, вот такая вот у нас. Ну, в общем, прикол. Смотрел на Амазоне, смотрел на eBay, цены, блин, конечно, нормальные такие. 100 где-то плюс идет, 130 где-то примерно. В Китае получилось дешевле, почти в 2 раза. Ну, почти. Так что, ну, упаковано классно, кстати. Тут сейвово довольно-таки. Кабель C, S идет, что, кстати, очень хорошо. Это, скажем так, в каком-то смысле нового поколения это кабелечек. Ну, нового поколения разъем, что очень приятно. Штука, чтобы вытащить кнопочки, поменять разъемы. Ну, как разъем, потому что здесь клавиатура вообще рассчитана на Mac. Вот, видите, кнопочка Control, ее можно заменить как вот эту кнопку Option. Это не Control, команд. Команды Option можно заменить, потому что это маковские кнопочки. Их нам это поменять. Ну, в принципе, не столь важно, но можно. Escape раньше можно переменить, тоже поменять. Клавиатура, кстати, маленькая. Сейчас покажу разницу с моей, потому что моя довольно-таки тоже маленькая, а это еще будет меньше. И это прикольно. Она компактная получается. Мусор. Опа. Вот моя клавиатура. Не сказать, что она большая, на самом деле, просто она длинная. А это просто укорочено, потому что на ней нету цифровой части. Может быть, иногда цифровая нужна, но в принципе не так часто я пользуюсь цифровой частью, поэтому получается она как бы, ну, в каком-то смысле бессмысленно. Четенько выглядит. Это мне нравится. Прикольно. Убираем мусор. Смотрите разницу. Офигеть, как она маленькая, кажется. Немножко в ширину почти такая же, кстати. Не сказал бы, кстати, что она громче моей. В принципе, почти одинаково. Но немножко высота. Я думал, будет ниже высота. Потому что по высоте они почти одинаковые. Даже чуть выше. Не, одинаковые. Кнопки красные, как они называются, пин или как они правильно называются, я забыл. Красные они такие, одни из тихих. Есть красные и зеленые, если не ошибаюсь. Ой, красные и коричневые кнопки. Вот там такие пружины своеобразные. Смотрю, как это все работает. Сама клавиатура, кстати, металлическая. Алюминий. Переключение, вот оно, порт этот. Сишный. Переключение на кабель и на Bluetooth. Что, кстати, тоже, опять же, прикольно. Я могу просто тупо переключить эту клавиатуру на Bluetooth и взять и использовать поиск в телевизоре.
Что, кстати, очень прикольно. Очень, кстати, прикольно. С компьютера сел, вбил то, что я хочу, и все. Показатели батареи. Ну, в принципе, все. Визуально вроде бы она почти такая же. Только немножечко нам будет привыкнуть к кнопкам, немножко расположение по-другому некоторое. Ага. В принципе, но она более минимальная, но посмотрим, конечно, как она будет вести в работе. Сейчас я ее подключу, посмотрю, как она будет светиться вообще. Мне даже интересно. Ждем. Так, поставить так. Вот так вот поставим. Сейчас я это быстро попробую сделать. На фоне у меня фильм играет, если что. Так. Вставочка просто. Догадайтесь, что за фильм, если услышите вообще что-нибудь. Идите сюда, повеселимся. Ну, куда же вы? Эй, ребята, не убегайте. За что вы не миритесь? Эй, кто хочет стать моим сыном? Симпатичные ребята. Правда здорово? Так, какой у меня там кабель-то, блин. Гладкий. Гладкий. Так. Отключил свою клавиатуру в сторонку. Включаем новую. У новой, кстати, немножечко провод короче. Немножко буквально. Но это, в принципе, не суть. Опа. Подключилась. Жалко, не успел поймать момент, когда она подключилась. Но сейчас день. Вот такая подсветка. Сейчас день, и не так все видно. Как она светится. Вот такой режим есть. Прикольно. Такой режим. В темноте, конечно, выглядело бы очень круто. Что-то еще есть, я видел как-то по нажатию. Ну, звучит она так же самое, как и моя, в принципе. Хотя моя мембранка. Дешевая мембранка, может, фиг знает. Что-то смотрю, режимов многовато, или я уже повторяться начал. По идее, есть по нажатию. О, прикольно. Зачетно. А, вот это зачет. Типа волнообразная. Где нажал, туда идет волна. В одну сторону, походу. Нет, в две стороны. Прикольно. Линейная. Ряд светится. Ха, интересно. Были столько режимов подсветки. Офигеть. Все, походу. А это такой импульс, да, идет? Слабый. Ну все, это повторяется вроде. Прикольно. Единственное, да, вот как бы моно идет. Нету других тонов, если не ошибаюсь. Хотя надо еще посмотреть. Я так понимаю, яркость, наверное. Да, это яркость, походу. Походу яркость. А это что такое еще? Ага.
Он зашел. А, это что-то в интернете делает. Это открывает у меня эти страницы. Вот такая клавиатурка. На западе Пенсильвании. Так, еще раз повторюсь, что за название клавиатуры. Я, честно говоря, даже не запомнил. Кихрон. Кихрон K1 называется клавиатура. В комментариях, может, потом уже отпишу, что и как я чувствую в этой клавиатуре. Как она ведет себя в движении. Сегодня попробую на ней поиграть. Они, кстати, кнопочки еще такие интересные. Волнообразные, видите? Под палец, чтобы палец лежал более удобно, что ли, комфортно. Ну, ничего такое, кстати. Может быть, для моих пальцев. Хотя не сказать, что у меня сильно пальцы здоровые, но немножечко маловато кнопочка, кажется. Посмотрим, как это будет сегодня чувствоваться. Сегодня попробую ее в игре, насколько все чувствительно и как все это работает. И, может, потом в комментарии отпишу, если кому будет интересно. Даже никому будет интересно, просто потом в комментарии отпишу. Ладно, ребят, давайте. Батарея заряжается, смотри, как раз. Сейчас попробую переключиться ее на телевизор. Что интересно, мне подключен режим Mac, компьютер Mac, но на компьютере с Windows работает автоматом. Если переключить на Windows, работает все равно. Интересно. Так, Bluetooth. Опа. Bluetooth. Перешел в режим. Так, сейчас попробую. Где пульт? Опа. Папа. Да. Открой. Нет. Мама, осушила. Хорошо, давайте идите. Сейчас папа тут разберется. Так, сейчас попробуем. Фиг. Не видит. А почему не видит, вопрос? Может, кабель отключить? Отключаем кабель. Опа. Bluetooth включим. Нет, Bluetooth что-то не работает. Надо, может, на телевизоре настроить. Окей, буду разбираться. Напиши в комментарии. Ну, вот такое маленькое видео. Оно клавиатуре. Прикольно. Ладно, давайте. Всем удачи. Оставляйте свои комментарии.